Беспроводные наушники, которые могут похвастаться шикарным HRS-звучанием, наличием кодека высокой четкости LDAC, активным шумоподавлением до 42 дБ, режимом прозрачности, качественными материалами, топовой сборкой и привлекательным дизайном. Помимо этого мы имеем рабочее и удобное приложение, мультипоинт на 2 устройства и защиту от влаги IPX4. Сегодня пойдет речь о новинке Bluetooth наушниках Huawei, а именно Huawei FreeBuds 5i. И это, конечно же, все в рекламе, но как на самом деле дела обстоят у данной модели, несмотря на заявленную информацию и рекламу, я сейчас вам расскажу. Спойлер, это лучшие наушники в этой ценовой категории, потому что здесь есть LDAC, и звучат они правда нереально круто. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я обозреваю вам Huawei-евские наушники FreeBuds 5i. И 4i, и 3, по-моему, i тоже были на канале. Проще говоря, я никогда не встречал у Huawei плохих наушников. Если у вас был экспириенс, ну, кроме вот их накладных OK Studio, притом они относительно плохие, мне они понравились, кому-то не понравились. Там были, по мне, физические недостатки. В первую очередь то, что нельзя было по кабелю подключать эти наушники, и я считаю, что это фейл. Все остальное, по обещаниям, Huawei всегда отлично работает. Здесь у нас обещают, это затычки у нас вакуумные, 42 дБ шумоподавление, разумеется, сенсорное управление, длительное время работы, HRS аудио и очень хороший аккумулятор. Насколько все будет так, как они обещают, мы узнаем. Здесь у нас есть кабель для зарядки, Type-C-шный вход, кнопочка, как я вижу, матовый кейс, за что особенно спасибо, глянцевые наушники, за что не спасибо, форма довольно комфортная и в целом, какие вопросы могут быть к данным ушам, правда? Если мы берем амбушюры, здесь две пары еще сменных, мне они не нужны. Почему? Потому что мне подошел стоковый размер М. Взвесим это дело, 5 граммов один, 5 граммов другой. Можем считать 4,9, 33 грамма. Вы увидите и услышите, какая здесь задержка по тестам. Опять же, вы увидите и услышите обязательно работу микрофонов вот в этом идеальном помещении, относительно идеальном для съемки. Сейчас вы слышите с шуровского, потом будете слышать вот с этих наушников примеры микрофона. И, разумеется, примеры микрофонов на улице. Особо спасибо за кейс матовый, не спасибо за глянцевые уши, но, может быть, оно и хорошо. Не длинный звуковод. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Али. Не забываем, что я разыгрываю наушники Sony в конце июля, в серединке августа защитный телефон и еще, возможно, телефон Infinix 12 Pro, если выполнены условия. Подписывайтесь на группу ВК и на мой Twitch канал. Там стримы будут часто. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме на YouTube. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. В продаже имеется голубая, серая и белая расцветка данной модели. Внешний бокс очень напоминает бокс от Sony, а именно LinkBuds. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика, тактильные материалы очень приятные, качество сборки топовое. Но бокс марки, отпечатки пальцев на нем видны отчетливо. Габариты бокса небольшие, 48 на 61 на 26 мм. В кармане бокс практически не мешается. На корпусе расположили название производителя, LED-индикатор, кнопку для сопряжения и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой крышку бокса можно без затруднений. Крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Шарнир пластиковый и люфт у крышки минимальный и только в закрытом состоянии. Хлопок звонкий, но не сказал бы, что он раздражающий. Внутри находится краткая информация мелким шрифтом и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе сидят плотно и не гуляют. Если попытаться их вытряхнуть, то нужно будет приложить немного усилий, так как магниты, удерживающие их в боксе, хорошие. Емкость аккумулятора 410 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 45 минут. Я предполагал, что у бокса есть беспроводная зарядка, но нет, к сожалению, данные полезные функции нас обделили. Даже в китайской версии ее нет. Наушники можно перезарядить от бокса 3,5 раза, саморазряд у бокса лично я не наблюдал, что особенно радует. Переходим к наушникам. Изготовлены они из глянцевого пластика, дизайн привлекательный, чем-то напоминает дизайн наушников FreeBuds Pro, только без прямых
граней. К слову, FreeBuds Pro 2 я тоже планирую покупать, но ценник у них как у среднебюджетного телефона, поэтому я пока думаю. Габариты 30 на 23 на 21 мм, звуковод не длинной овальной формы, 6,8 на 5,5 на 2 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюры и обыкновенную сеточку. Оформлен звуковод хорошо, но хотелось бы иметь металлическую сеточку, разумеется. Сборка наушников отличная, материалы тактильно приятные, но марки. Посадка комфортная и плотная, дискомфорта не доставляют даже при длительном использовании. Из ушей выпирают, но не сильно. При занятии спортом из ушей они не вылетают, что хорошо. Так что потерять наушник будет сложно, но возможно. Засыпать с ними не советую. На корпусе расположили два контакта для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, маркировку left и right и сенсорную область. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового ассистента, ответ сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления и идентификация композиции. Но данная команда поддерживается только на операционной системе EMUI 11.0 и выше. Одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. На тапы откликаются наушники хорошо, как и на свайп для регулировки громкости. Настроить тапы возможности есть, но минус в том, что нельзя поставить переключение треков и плей-паузу одновременно. Я поставил на левый наушник плей-паузу, а на правый переключение к следующему треку. Озвучивание сопровождается женским голосом на китайском языке. Летим дальше. Оснащены Huawei FreeBuds 5i динамическими драйверами с полимерной композитной диафрагмой для воспроизведения звука Hi-Res качества. Гибридное активное шумоподавление на борту с шумоподавлением до 42 дБ, и это круто, хотя видали мы и покруче. Активный шумодав имеет 3 режима работы, ANC в целом очень хорош, он работает, к слову, даже с одним наушником, за что отдельный плюс, очень многие такую функцию ищут. В максимальном режиме после длительного использования есть шанс, что у вас будет, кстати, кружиться голова, но только в случае, если его использовать в тихой обстановке. А на улице, где шума достаточно, вдобавок с включенной музыкой, проблем нет никаких. Работает ANC корректно, в метро, к слову, мне хватало 60% громкости и максимального ANC, чтобы заглушить посторонний шум. Пассивная шумоизоляция неплохая, режим прозрачности также на борту. Во время разговора с собеседником на улице посторонние шумы не мешают. Собеседника слышно отчетливо и снимать наушники не приходится. Далее заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, переподключение сопровождается системным звуком. И сказать, что оно бесшовное, я не могу, но музыка начинает играть в наушнике моментально после извлечения из бокса, а потом уже появляется системное оповещение. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, полноценный мультипоинт на борту на 2 устройства, за что отдельный и серьезный респект. За эти деньги такой мультипоинт. Датчики автопаузы на борту отрабатывают они быстро, вдобавок их можно отключить по необходимости в приложении. Анимация есть, по всей видимости, только на смартфонах Huawei. Емкость аккумулятора одного наушника 55 мАч, полный цикл зарядки от бокса занимает 1 час, время автономной работы наушника по кодеку LDAC на 65% громкости без включенных различных режимов достигает 5 часов 10 минут. Данного времени автономной работы хватит многим. С боксом они могут прожить до 28 часов, не больше. Быстрая зарядка на борту и по заявлению производителя 15 минут зарядки дает нам 4 часа воспроизведения музыки. В моем случае, так как у меня слегка другие условия, вышло 3 часа, что очень даже круто. Летим дальше. Водонепроницаемость класса IPX4 только у наушников. Искупать я их обязан был, хоть и данный класс защиты защищает максимум от легкого дождика и пота. Но даже после погружения в воду с ними ничего не произошло, что хорошо. Далее, для удобного использования нужно установить приложение под названием AI Live. Я скачал его, отсканировав QR-код с инструкцией. В приложении на главной странице с наушниками все довольно просто и лаконично. Заряд наушников и бокса по отдельности. Также есть окошко с 2 подключенными устройствами, окошко с переключением режимов. Далее находится вкладка качества звука, в которой можно включить кодек LDAC и воспользоваться 3 эквалайзерами. Но кастомного эквалайзера в стоке нет. Также можно настроить тапы, найти наушники, провести тест на правильную посадку наушников, обновить прошивку, которая мне, к слову, уже прилетала, включить функцию напоминания об отдыхе и снижение задержки звука. Bluetooth здесь версии 5.2, из кодеков на борту SBC и AAC, и, как вы уже поняли, есть кодек высокой четкости LDAC. Через 2 стены наушники не отваливались, и фризов я не наблюдал. На улице потери связи я не наблюдал, задержка на YouTube глазу незаметна. В играх задержка по заявлению производителя максимум 94 миллисекунды, по факту не все так радужно, я использовал смартфон OnePlus 9 Pro в паре, и задержка была заметна. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума отрабатывают довольно хорошо. Посторонние шумы на улице глушат неплохо, голос искажают не сильно. Примеры вы сейчас услышите как в помещении, так и на улице. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Huawei FreeBuds 5i. Напоминаю, что подобные тесты я записываю в помещении, в котором записываются распаковки, на шуровские микрофоны. Вы всегда имеете возможность переключить на начало ролика, посмотреть распак, как записывалось аудио, и сравнить с тем делом, которое предлагают производители на данном этапе жизненного развития Huawei. По мне, они отрабатывают вроде бы неплохо, но здесь все хорошо отрабатывает. Поэтому смотрим, как микрофоны отрабатывают на улице. Пример работы микрофонов Huawei FreeBuds 5i. И да, сразу то, что вы слышали весь ролик, они реально эпичны. Потому что за эти деньги кодек LDAC — это звучание, матовый кейс, но я такого не встречал. И ощущение, как я согласен абсолютно и бесконечно со своим оператором Игорем, как будто у тебя в руках наушники Sony. Во всяком случае, по звуку, я не знаю, как они это сделали, но, повторяюсь, я в принципе не встречал ничего плохого у Huawei. Если вы встречали наушники от Huawei, которые, по вашему мнению, звучали плохо, значит, можете ко мне не прислушиваться. Но самое важное, для чего мы сейчас это с вами, я записываю, а вы смотрите, чтобы вы услышали, как отрабатывают микрофоны. Звучание. Запаса громкости хватит многим. Лично я прослушивал музыку не выше, чем на 65% громкости, и мне этого было достаточно. Если говорить о стоковом звучании без применения эквалайзера и воспроизведения музыки по коду LDAC, то звук с первых секунд действительно завораживает. Звучание довольно чистое и сбалансированное. Каша есть, но только если выкручивать громкость выше 95%, что, как по мне, мало кто будет делать, так как, повторяю, запас громкости в этой паре лютый. И если вам мало 90%, однозначно вам стоит сходить к лору. Бас плотный, объемный, средний бас ощущается как и многослойность. Середина имеет отличную проработку, высокие, приятные, без лишнего акцента. Вдобавок они не теряются среди остальных частот. Сцена широкая, как для ТВС наушников. Глубина присутствует, детальности звучанию достаточно. Вокал эта пара отыгрывает великолепно, как и инструментал. Звучание подойдет для большинства жанров музыки, скорее для всего, наверное. Мне лично звучание однозначно зашло, я более чем доволен тому, как эта пара работает в плане звука. Звук на свою стоимость, если не сказать, в некоторых случаях в разы лучше. Из минусов: заметная задержка в играх, если не использовать смартфоны бренда Huawei, нет беспроводной зарядки у бокса, нет кастомного эквалайзера, нет возможности переключить режим шумоподавления через тапы и нет возможности полноценно пока настроить тапы. Будем надеяться, что в новых прошивках появится. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она однозначно вас приятно удивит. Резюмирую, беспроводные наушники Huawei FreeBuds 5i, как и многое, что производит компания Huawei, достойны внимания. Данные наушники меня порадовали своим дизайном, своей сборкой, качеством материалов и звучанием. И по функционалу есть некоторые вопросы, к примеру, к тапам, ну или к отсутствию беспроводной зарядки у бокса. Если смотреть на картину в целом, то эта пара показала себя максимально достойно, они точно будут в топ-10, которые, наверное, сделаю через недели-две. На ТВСке 2022 года новинок уже более чем достаточно. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментариях, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Огромное спасибо тем, кто оставляет комментарии и лайки, этим вы помогаете каналу. Девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.